Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. И сегодня я хочу затронуть одну очень больную тему. Для меня, как для механика, она прямо очень сильно больная. Сегодня речь пойдет о двух скутерах. Ну, в основном, наверное, все-таки об одном и немножечко о втором. Я расскажу про BMW C650 GT, который приехал к нам на ТО, на небольшое. Не буду номер показывать, а то это не очень будет приятно, если вдруг его будут продавать. Вот. Ну, обычная дорестовая цешка, ничего особенного. И вот, вы знаете, хочется задать такой вопрос. Почему многие люди считают себя умнее других? Причем зачастую это люди, которые не обладают достаточной квалификацией. У меня, конечно, мнение такое, что очень часто виноват синдром Даннинга-Крюгера, кажется так. Ситуация в чем? Владелец цешки раньше работал у официальных дилеров. Причем не в BMW, но у него в BMW были, так скажем, знакомые. Не буду называть организацию, это не имеет смысла большого. Потому что подобная ситуация на самом деле возможна абсолютно в любой организации. Это просто как пример жизненный, что называется. На протяжении где-то 5 лет, с его слов, он там работал, потом уволился, и, в общем, через какое-то время он приехал к нам на обслуживание скутера. Я смотрю, скутер дорестовый, а у них есть проблемка. Маслозаборная сетка после обкатки, после условно первой 1000 километров, должна быть заменена на первом ТО на трубку. Иначе мотор на больших оборотах может страдать масляным голоданием со всеми вытекающими последствиями. И производитель четко прописал этот момент. Трубка стоит недорого, из разряда 1000 рублей. Ее заменил один раз и забыл навсегда. Пробег у мопеда 38, но я все равно на доресте на всякий случай всегда проверяю, если человек первый раз к нам приезжает менять масло. То есть можно эту пробку не откручивать, но я перестраховываюсь. Потому что, это дилетантство, не знать таких вещей. Каково же было мое удивление, когда пробег 38 тысяч, я пробку-то откручиваю, а там сетка. Я сейчас прикреплю ссылочку на Reels, про это я там еще подробнее в этом говорю, и, возможно, сюда кусочек видео вставлю. И я ему сказал про это, то есть я даже не спрашиваю, то есть трубку надо ставить по-любому, потому что это просто, умрет мотор, и все. И на этом, разговор будет окончен. Собственно, он говорит, а ты знаешь, говорит, я когда работал у дилеров и приезжал на ТО, естественно, к дилерам, я так понял, у него мопед давно, может быть, даже сыновья, не знаю. И мне сказали, что да не парься ты с этой трубкой, оно тебе не надо. А люди, работающие у официальных дилеров, то есть мастер слесарного цеха, мастер-приемщик, которого я, кстати, не очень давно забанил в своем чате за несанкционированную торговлю и еще за очень сильно, так скажем, хамское отношение. Просто мало того, что человек откровенно хамит, так он еще и торгует у тебя в чате, даже не задав тебе вопрос. То есть никто же не говорил даже о том, что надо что-то заплатить или нет. Нет, но это просто неприлично, как я считаю, так себя вести. Человек просто ведет себя как самый-самый умный. В реальности оказывается, что у нас миллион общих знакомых, и все как-то не очень получается красиво. Так вот, мастер-приемщик утверждает другому сотруднику, то есть свои люди откровенно имеют своих. Меня такой подход, честно говоря, просто убивает. То есть я не понимаю, как так можно. Причем есть предписание, но люди, они почему-то думают, что производитель BMW это написал
вообще по барабану, типа, все и так будет работать нормально. Ну, наверное, инженеры просто это маркетинг, чтобы там за 1000 рублей трубочку эту продать, а дилеру они ее продадут там за 500 или даже еще дешевле. То есть они просто почему-то абсолютно уверены, что инженеры являются дураками и придумали эту фигню просто так. И осознанно не выполняют рекомендации завода-изготовителя, вводя людей в заблуждение. Меня просто убивает. Я не понимаю, как так можно. То есть это ты подставляешь других людей. На мой взгляд, это преступление. То есть ты откровенно ввел человека в заблуждение, чтобы он в перспективе попал на деньги. Так делать нельзя. Просто надо знать, надо читать РСД, когда ты обслуживаешь технику, и банально даже посмотреть каталоги. Потому что вот начиная с 2016 года уже можно ничего не менять. А на старых мопедах это обязательная процедура. И она не подлежит обсуждению. Это надо просто один раз сделать и забыть, чтобы мотор жил. А дальше есть второй момент. Вот сейчас точно будет кусочек видео, потому что я сейчас не буду уже разбирать мопед, за ним сейчас скоро приедет владелец. Это уже сделали не дилеры, это уже сделали в одном, известном сервисе. Вот. Многие, возможно, поймут. Ну, я полагаю, что там. И, может, конечно, и нет, но он говорит, что обслуживался, кроме дилеров, только там. Типа масло менял только у дилеров, а вот у них делал что-то еще. Там, включая вариатор, с проточкой вариатора. Наверное, тут точно меня поймут многие. Я хочу посмотреть натяжение приводной цепи, откручиваю пробочку. Там обычно видно, какой номер натяжителя стоит, и можно посмотреть, насколько сильно натянута цепь. Цепь подтягивается, ну, примерно раз в 20 тысяч. Установкой другого башмака натяжителя, который немножко поджимает цепь. Башмак, в общем-то, не является никакой проблемой. Во всех профильных сервисах обычно это все есть в наличии. И стоит он там, 2500 рублей. То есть, в принципе, недорого, там, чтобы в 20 тысяч километров раз его поставить. Там 4 номера предусматривает производитель, после чего меняется цепь вместе со звездами. Каково же было мое удивление, когда я откручиваю пробочку и вижу там вместо нормального заводского натяжителя какую-то колхозную алюминиевую пластину, которую кто-то насамопалил. И я, в общем-то, совершенно не понимаю, что вместо нее ставить. То есть это как вот замена маленькой шестеренки на 650-ке. То есть это только осложнило диагностику впоследствии. И, то есть мне вообще непонятно. То есть сервис что хотел этим сказать? Что они умнее инженеров или что они сэкономили клиенту денег, выставив себя дураками. То есть, вот, на мой взгляд, оба этих случая, они не являются показателем какого-либо профессионализма. Вот, потому что соблюдать рекомендации производителя мы не умеем, зато в колхозинге мы первые. Мы типа самые умные, да это все фигня, там производители... Как там, вот эта очень известная фраза, я ее никогда не забуду, а в американских инструкциях пишут, что нельзя кошек в микроволновке сушить. Проблема в том, что информацию все фильтруют, к сожалению, очень сильно по-разному. Вот. И вот я сколько говорю про то, что при замене колесных подшипников задних, не нужна лишняя смазка, не нужно подшипники лишний раз набивать смазкой, потому что это может очень сильно вам навредить. Там может слабая посадка подшипника провернуться в колесе, лишнюю смазку давит из подшипника. Подшипники ровно столько смазки, сколько должно быть. И вот вы знаете, вот ко мне приезжает скутер, вот человек, чтобы доехать, поменял подшипники сам, но мы сейчас будем разбираться. Я вот еще колесо даже не снимал. И вот смотрите, он доехал по трассе километров, может быть, 400. И вот так вот выглядит его заднее колесо. Оно все в раскиданной смазке изнутри. И вот тут вот все в смазке. То есть это все совершенно
ужасно. То есть вот там колодка с маской забрызгана. Я бы сначала сказал, что сальник течет, но есть такое подозрение, что туда просто набили столько смазки, что ее раскидало нахрен. Вот я не понимаю, то есть куда ее столько. Почему-то русская душа, она любит все смазывать и думает, что так будет лучше. Вот я в одном из видео упоминал, что мы вот на этом мопеде с пробегом 17 тысяч разобрали вариатор только по той простой причине, что вот выкрутив стопорный болт, я понял, что при сборке производитель вот чуть-чуть, там, видимо, ошибку кто-то допустил, и чуть-чуть смазки попало не туда. И мы, по сути, разобрали, чтобы все проверить и вымыть ее оттуда, откуда, ну, где ее не должно быть. То есть почему-то ко мне приезжает масса техники, где намазано все, что можно и нельзя, из-за этого испорчено. Так же, как и с задними суппортами. То есть все абсолютно забивают на рекомендации производителя, мажут условным каким-нибудь солидолом резинки, которые не предназначены для работы с подобными нефтепродуктами, и, естественно, получают убитый суппорт, там, условно говоря, сэкономив там 500 рублей на тюбике хорошей правильной смазки, а в первую очередь они экономят даже не время, а это просто лень изучить. Лень изучить и лень подумать, что этот узел может быть чуть-чуть сложнее, чем люди себе представляют. То есть раз там мазнул чем-нибудь не тем, забыл, пара комплектов колодок, суппорт выкинул, минус там 20 тысяч рублей. Ну там 15 это выходит вот с учетом того, что вот это наша технология, как бы вот восстанавливаешь корпус на обмен, плюс меняешь резинки, плюс это все собрать, плюс, как правило, меняешь направляющие там с нашей вот этой тюнинговой. Вот я прям как не ужимался, вот, ну, дешевле не получается. Но обычно получается лучше бэушного суппорта, потому что бэушный уже конченый большинство. Вот. И также, то есть, вот такая самодеятельность, она просто губит вариаторы, если люди лезут с таким вот подходом. То есть, в моем понимании, это вот вообще никак не вяжется. Я, если честно, когда задумывался о переезде в другую страну, и по-прежнему задумываюсь, то есть у меня эти мысли живут, я их обдумываю, мне очень нравилась одно время идея переезда в Германию, потому что мне очень близок их менталитет, как я думал. Я безумно люблю Германию, именно как турист, вообще супер шикарно. Но когда узнал поподробнее, конечно, все-таки перебор. То есть в чем-то я все-таки ищу какие-то компромиссы разумные. Вот. Но я не колхожу откровенно, потому что, на мой взгляд, вот мопед с колхозной пластиной вместо родного натяжителя — это уже не BMW. Вот. Это просто недостойно называться BMW. И я человеку сказал, что я не буду это трогать. То есть он вроде бы и за то, чтобы сделать нормально, но я сказал, что я просто к этому не прикоснусь. Оно вроде натянуто, и хрен с ним, не трогай. И вот как бы вот не надо с этим приезжать ко мне. То есть у меня такой подход, что мне просто противно. То есть у меня вот какое-то ощущение, что кто-то просто осознанно испортил клиенту, ничего не подозревающему, мотоцикл. Вот, то есть, почему я люблю технику новую или почти новую? Потому что в ней никто не копался. Вот. Возможно, сейчас будет много хейта, ну и пусть, как бы, буду знать, кого забанить. Но вот, как бы, я стараюсь людей, которые вот так относятся к технике, исключать из круга своего общения, потому что можно сколько угодно идти навстречу клиенту, экономить деньги, но делать откровенное говно, которое делать нельзя, за которое надо отрывать руки, ну то есть это перебор. Я считаю, что такую культуру надо искоренять на корню. Вот. Буду рад, если вам было интересно мое сегодняшнее рассуждение. Прям вот, увидел прям несколько ситуаций подряд и решил с вами поделиться. Буду рад услышать любые адекватные комментарии, буду рад забанить любых неадекватных комментаторов. С вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Не забудь подписаться и поставить лайк.